День 1563. Алекс на связи. Очень часто в разных форумах, в разных статьях и в комментариях встречается мнение, что автоматизация или, точнее, умный дом – это только автоматизация. Все остальные решения, такие как удаленное управление, управление через телефон, это не считается умным домом. Конечно, лично я не согласен с таким подходом, потому что есть, конечно, и варианты, связанные с автоматизацией и разработкой сценариев, но я, например, начинал делать умный дом как раз с сценариев, например, таких как просто выключить свет, если кого-то долго нет в комнате, или чтобы можно было удаленно нажать кнопку в другой комнате и выключить свет. Это удобно, и считать это не автоматизацией, мне кажется, не совсем корректно. Поэтому я думаю, что все-таки умный дом это более правильно использовать термин smart или, если по-русски, то гибкий, допустим, позволяющий более универсально настраивать и переключать взаимодействие. То есть, если это обычный выключатель физический, он подключен к обычной физической лампочке по проводу, то изменить его поведение довольно сложно. И это нужно все равно заранее предусматривать и делать соответствующую проводку. То в случае все-таки смарт-устройств или системы умного дома, когда выключатель он отдельно, а лампочка она отдельно, и, соответственно, можно решить, что я хочу вот с этого выключателя включать такую-то лампочку, или выключать другую лампочку, или еще какие-то действия совершать. Поэтому все-таки система умного дома, она больше дает гибкости, чем обычные решения. Например, у меня на кухне находится выключатель на столе. Это беспроводной выключатель, работающий на радиочастоте 433 МГц. Самый простой и дешевый выключатель, но я им пользуюсь чаще, чем обычным выключателем, который находится около двери на стене. Потому что, когда я сижу за столом и вижу, что мне не хватает света, то я могу нажать кнопку и включить нужную люстру или нужный светильник, чтобы изменить освещение. Ну и тоже, что считать все-таки автоматизацией? Если я нажимаю кнопку и у меня сразу выключается свет, это вроде как бы не автоматизация, а просто удаленное управление. А если я нажимаю кнопку и она, система умного дома проверяет условия и, допустим, через секунду или через 10 секунд или, например, при отсутствии людей выключает свет, то это уже автоматизация. Поэтому грань, она, конечно, очень тонкая, и все-таки, наверное, правильно считать, что любое правило, которое задает какие-то поведения и связи между устройствами, это все-таки является автоматизацией или сценарием, как используется в некоторых системах умного дома. Очень часто также описывают, как настраивать сценарии в разных системах, приводят интерфейс, где достаточно мелко все эти настройки показываются. Я считаю, что это тоже не очень удобно. Все-таки, во-первых, скопировать сценарий так просто не получится, потому что количество датчиков в доме, которые нужно обработать, может быть разное. Надежность датчиков тоже может быть разной. И, соответственно, можно и нужно будет учитывать разные комбинации. Привычки людей, они тоже фактически различаются. И, например, у меня в ванной свет включается по очень многим сценариям, а не просто по движению. Или там только по открытию двери. И поэтому таких сценариев, конечно, очень много, и просто посмотреть где-то в другом месте и скопировать у меня не получается. И приходится каждый раз что-то придумывать новое и свое. И сама автоматизация, она, конечно, требует постоянной настройки. Если, допустим, система заказана у какого-то интегратора, и он установил свою систему умного дома и сам ее настроил, то, конечно, через некоторое время
будет понятно, что что-то неудобно, что-то работает не так, и нужно будет опять обращаться к этому интегратору, и если он доступен еще, то он, может быть, поможет, но если он уже не работает, и, допустим, фирма закрылась, то, конечно, уже и обращаться некуда. И если решения используются какие-то специфичные, или настройки были не достаточно задокументированы, то изменить эти настройки или доработать уже систему не получится. Я использую для автоматизации и для написания сценариев практически разные варианты. То есть это и написание в виде скриптов на языке программирования, это либо Python, либо Bash, либо некоторые другие. Использую специализированные системы, например, использую Node-RED, система, которая может интегрироваться с разными другими системами умного дома, имеет графический интерфейс, позволяющий рисовать разные связи, разные события и дополнительно какие-то обработчики настраивать. Это достаточно удобно, работает довольно быстро, поэтому в некоторых случаях я ее тоже использую. Но в основном, конечно, эту систему я использую больше в качестве экспериментов, реального применения. Она не имеет у меня, потому что, во-первых, условия, которые мне нужны, они гораздо сложнее, чем позволяет логика в этой системе. И очень много приходится дописывать на встроенном языке, который тоже недостаточно прост с точки зрения понимания его. Ну и также я использую и написание сценариев в умном доме Яндекса, если это позволяет очень просто и быстро сделать какую-то настройку, особенно если эта настройка связана с умными колонками Яндекса, то, конечно, проще сделать так. Ну и в самих системах умного дома у меня используются две системы на одном сервере, это OpenHub и Home Assistant. В них я тоже настраиваю некоторые автоматизации. В OpenHub это в основном какие-то совсем базовые автоматизации, но в последнее время я уже и их перестал там делать, потому что мне удобнее все-таки писать скрипты. Но в Home Assistant у меня есть тоже несколько вариантов обработчиков, которые невозможно сделать другими средствами, поскольку в Home Assistant можно прокинуть очень много разных устройств нестандартных и получить доступ к которым другими способами довольно сложно. Поэтому для того, чтобы эти устройства могли как-то подготовительно обрабатывать информацию и уже в мою систему умного дома передавать ее, я тоже сделал несколько сценариев, которые позволяют эту информацию привести к более простому варианту для использования. Например, у меня так работают умные весы от Xiaomi, которые работают через BLE, общаются с сервером умного дома на базе Home Assistant. И дальше из него уже я проверяю некоторые параметры и отправляю это уже в свою систему умного дома. И дальше с помощью скриптов делаю обработку. И еще у меня используется диммер от E-Light, который тоже работает по BLE. Но я, в принципе, больше, наверное, ради экспериментов. И поскольку в Home Assistant тоже есть встроенная интеграция и поддержка работы с датчиками BLE, то я настроил правила, которые именно там обрабатываются и управляют необходимыми мне устройствами. Также через эту же интеграцию с BLE я опрашиваю состояние двух фитнес-браслетов. Это есть браслет от Xiaomi и есть браслет от Samsung. И у меня также передается значение и обрабатывается предварительно, и потом передается уже в систему умного дома. Поэтому я автоматизации разрабатываю практически везде, где мне это удобно сделать, где это сделать проще и понятнее будет потом ее поддерживать и донастраивать.
но все-таки для меня важно, чтобы это было понятно и работало очень надежно. И через некоторое время я, конечно, уже забываю, где и что настроено, и каким образом оно работает. И часто также еще, когда идет какое-то обновление системы умного дома, например, меняется версия, либо там Home Assistant менялась несколько раз версия, и версия OpenHub менялась несколько раз, и Яндекс может что-нибудь поменять, то, соответственно, сценарий перестает работать или начинает работать не так корректно, и нужно будет все вспоминать, как оно настраивается, и заново все переделывать.